Добрый день, друзья, товарищи! С вами обзоры и тесты от Бородача. И я продолжаю тему мужской силы и мужской слабости, мужского здоровья. И сегодня у меня на обзоре природное средство, такое как имбирь. Всем известны полезные свойства имбиря для мужского здоровья. Лично я его тоже использую и доволен как слон. Это древнее средство используется во многих народных медицинах. Его используют как в сухом виде, так и в маринованном виде. Делают из него, разные настойки, добавляют в чай. В общем, как только не извращаются. В этом видео я расскажу, как использую его я, а вы уж используйте как хотите. У имбиря в дело идет корень. Выглядит он вот так. Вот это вот маринованный имбирь. Он знаком тем, кто питается разными там сушами, роллами, любит японскую кухню. Тот с ним очень часто встречается. Ну, с маринованным здесь все понятно, его просто так можно есть, никаких проблем. А вот что я делаю со свежим, как я его употребляю. Точнее, сейчас я показывать не буду, пока покажу заготовочку. В общем, надо вот такой вот тонкий кусочек отрезать. Очистить вот эту вот кожуру. Опа, Америка, Европа. Кожуру очищаем и получаем вот такой вот кругляш. Но что я с ним делаю, я покажу потом. Вообще имбирь это очень полезная штука. Причем все равно, что маринованный, что свежий, одинаково. И полезен он не только для потенции, но для общего укрепления организма в целом. Для иммунитета там и для всех дел. Я вас не буду грузить, что в нем конкретно там такого полезного содержится. Если хотите, сами найдете, в этом проблем нет. В интернете полно информации. Просто знайте, что в нем куча разных витаминов, куча разных элементов, которые полезны для здоровья. Во-первых, чем он полезен? Это антимикробные функции. Если у вас какое-то воспалительное заболевание, или простейшая простуда, или какие-нибудь более серьезные воспалительные заболевания, то имбирь отлично с ними борется. Например, такое заболевание простатит может нас интересовать. Так вот, от простатита имбирь тоже вполне успешно помогает. Второе полезное свойство имбиря – это то, что он повышает силы и общий тонус организма. Кто употребляет имбирь, тот устает меньше и восстанавливается быстрее. Так что если у вас есть такие проблемы, то имбирь также рекомендую. Третье свойство – это то, что он повышает стрессоустойчивость. Кто употребляет имбирь, у того к стрессам отношение намного легче. Стрессы проходят легче, без проблем. Ну и последнее свойство, на закладочку я оставил, это, естественно, свойство повышения потенции. Повышение потенции, повышение желания. Причем, что самое интересное, не только у мужчин, но и у женщин. Так что возьмите на заметку, у кого жены не хотят. Рекомендую всем. Лично на меня имбирь действует лучше всех растительных средств, о которых я рассказывал. Лучше петрушки, лучше чеснока, лучше сельдерея. То есть это мой чемпион. У меня в арсенале есть еще одно натуральное средство, о котором я буду записывать следующее видео. Но оно не растительное, оно животное. Но я пока не буду говорить, что это такое. Сохраню пока интригу. Ждите следующего сюжета. Как есть этот самый имбирь? Как я уже говорил, в обычной жизни я ем вот такой вот маринованный имбирь. Я добавляю его абсолютно во все блюда. Ну, точнее, закусываю им. Вот несколько вот таких вот небольших кусочков за один прием пищи. И нормально. А вот такой вот свежий имбирь я добавляю в чай. Вот помните вот этот вот кругляш, который я отрезал? Берем чашку. Сюда этот кругляш. Потом пакетик с чаем. Заливаем это все кипяточком. Сюда сахару или меду. Ну, у меня мед. Сахар я не ем, а вот мед с удовольствием. Меду сюда. И готов отличный, вкусный
и полезный чай. В холодное время года я его обычно употребляю, такой чай с имбирем. Это от простуды уберегает, заряжает энергией, как я говорил. Ну и для потенции работает вот так вот. Так что всем рекомендую. В общем, с обычной едой маринованный, а свежий имбирь делаем вот такой вот чаек. Ну, короче, вы поняли. Ну а стоит, как всегда, все у меня 3 копейки. Как вы знаете, я дорогие какие-то средства обычно не пропагандирую. Обычно пропагандирую копеечные вещи. В общем, с чего начнем? Вот такой вот имбирь маринованный продается в супермаркете в любом и стоит 300 рублей за килограмм. Вот такая вот банка, сколько она мне стоила? 66 рублей. Полная банка за 66 рублей. Хватает ее где-то на месяц. Я ем один, жена мне немного помогает. Короче, надолго хватает. Вот такой вот свежий имбирь, примерно за килограмм, наверное, тоже рублей 300 стоит. Вот такой вот корешок, которого хватит на много вот таких вот чаев, стоит буквально 20 рублей. Халява, короче. Очень бюджетно и вот так вот работает. Ну ладно, друзья. На сегодня это, наверное, все. Ставьте лайки, если вам понравилось. Пишите ваши комментарии, что вы по этому поводу думаете. Ну и подписывайтесь на мой канал, если вдруг вы еще не подписаны, чтобы не пропустить новые видео. Ну и да пребудет с нами сила Тадалафила.